Приветствую! С вами физиогномист Александр Иванов, и в этом видео мы сделаем физиогномический анализ Фредди Меркьюри. Нам не интересно разбираться, почему у него такой голос, собственно, в чем секрет. Нам интересно понять его личностные характеристики, черты его характера. Собственно, что же сделало его таким импульсивным, эмоциональным, непосредственным. Почему он был революционером, который постоянно ломал каноны и не признавал никаких правил. А в чем талант его, что ли, музыкального потенциала, в чем талант его как творца, как композитора. И в конце особое внимание уделим его зубам. Итак, начинаем. Прежде всего, начинаем мы с конца. Талант композиторский. Дело в том, что у всех композиторов, успешных композиторов, у всех музыкантов талантливых, танцоров талантливых, те, которые работают не по, не заученными какими-то историями, а те, которые готовы импровизировать здесь и сейчас, те, которые очень тонко чувствуют музыку, как правило, обладают очень развитыми губами. И обратите внимание, насколько развиты губы у Фредди Меркьюри, и главное именно верхняя губа. Почему губы? Потому что губы — это тот орган восприятия, собственно, губы, нос, глаза, уши. У них у всех свой диапазон, у них у всех свои особенности. Но именно губа работает с тем, что явлено здесь и сейчас. Собственно, губа — это, я бы сказал, тончайший орган восприятия, который способен работать с тонкими материями и чувствовать, скажем так, очень тонкие и запредельные вещи. И музыка как таковая и является тем объектом, с которым в большей степени работают не уши, а именно губы. Но в чем разница? Если мы подключаем уши, значит мы работаем с точки зрения математики. Есть нотный ряд, есть правила, и мы должны работать по этим правилам. Но есть такой термин groove, который означает, термин, применимый к музыке. Этот термин означает, что музыка чувствуется, воспринимается как некая фигура, некая форма внутри тела. И талантливый музыкант, талантливый танцор и композитор воспроизводит эту фигуру. То есть он слышит музыку и воспроизводит эту фигуру. И это характеристика, которая вообще имеет очень мало с классическим нотным рядом. Да? Здесь импровизация, здесь более такая интересная, глубинная музыка получается. Собственно, если мы вспомним самых талантливых, известных музыкантов, композиторов, танцоров, то все они являются обладателями или являлись обладателями довольно-таки развитых губ. Идем дальше. Фредди Меркьюри, человек, который не признавал канонов, который ломал правила, собственно, был таким постоянным революционером. И тут необходимо отметить его усы. Обратите внимание, вот здесь у нас зона подносового желобка и очень густые усы. Подносовой желобок — это зона проявления индивидуальной воли. И когда на этой зоне появляются усы, появляется иррациональная, гормональная акцентуация, да, появляется такая инъекция гормонов. Здесь нету чистой логики, рацио, формальности, правильности. Нет, здесь гормоны и эмоции. Собственно, обладатели усов — это люди, которые действуют по своему желанию, по своему хотению, по своему волеизъявлению. И поставить такого человека в стойло практически невозможно. Заметьте, когда появляется в обществе огромное количество обладателей усов, начинаются какие-то волнения,
Это может быть революция, это может быть смена власти, это может быть смена социальная революция, сексуальная революция, что угодно. Но это потребность выйти за эти рамки. Собственно, Фредди Меркьюри, человек, который и в жизни ломал постоянно какие-то каноны, ну, собственно, и в музыке. Да, если вы посмотрите чудесный фильм «Богемская рапсодия», практически, ну вот, не знаю, каждые 15-20 минут это не рок, это не диско, это Queen. То есть мы играем так, как мы хотим. Если в вашем окружении вдруг появляется большое количество обладателей усов, вероятно, скоро произойдут изменения. Идем дальше. Импульсивность, эмоциональность, непосредственность. Что же здесь повлияло? Ну, прежде всего, необходимо отметить лоб Фредди Меркьюри. Обратите внимание, насколько он скошенный. Вот, если бы это был прямой лоб, он бы выглядел примерно вот так. Но у Фредди Меркьюри очень скошенный лоб. И в этой части лба находятся лобные доли, те, которые отвечают за логику, за планирование, за рационализацию. И когда лобные доли выражены меньше, человек меньше тратит времени, меньше тратит внимания на планирование будущего, вообще на оценку будущего, на оценку тех последствий, которые наступят. Собственно, это люди, которые больше живут в моменте здесь и сейчас. Это очень импульсивные люди. При прочих дополнительных характеристиках можно иногда говорить об импульсивной психопатии. Но в общем и целом мы понимаем, что люди со скошенными лбами живут жизнью в стиле секс, драгс, рок-н-ролл. Это люди, у которых экстрим находит каждую секунду в жизни. И вы знаете, эти люди достигают большего, проживают больше. Вот почему? Потому что они не переживают о каких-то проблемах, которые могут быть в будущем. Им важно на самом-то деле то, что происходит здесь и сейчас. И в этом плане они в хорошем смысле ближе к животным. Дальше. Необходимо отметить переносицу Фредди Меркьюри. Обратите внимание, насколько прямая и широкая переносица. Дело в том, что переносица является тем мостиком, через который мысли, идеи, гипотезы, желания переходят из генерального штаба, так называемого, из зоны сознания к зоне действия. Здесь мы думаем, придумываем, и вот здесь мы уже действуем в получении чего-то. И чем более прямая, широкая переносица, тем быстрее и в большем объеме мысли переходят к действиям, к гипотезам, к проверке, желания, к получению желаемого. Обладатели вдавленных переносиц – это люди, которые, знаете, 100 раз подумают, 100 раз перепроверят, но все-таки могут и не сделать этого действия. Такие нерешительные, очень, ну, в худшем случае ипохондрики, а в лучшем случае очень взвешенные люди. Фредди Меркьюри обладает очень прямой и очень широкой. Собственно, все, что в этом скошенном лбе появлялось, моментально шло в реализацию. И обладая довольно-таки мощной челюстью, челюстью Фредди Меркьюри довольно-таки массивная, стрессоустойчивая, ударная, по сути, он имел возможность получать все, что хотел. Все, что задумалось, лишний раз не переоценивалось, не перепроверялось, а просто реализовывалось. И в этом еще один его талант, это не консервировать идеи, а воплощать их. То, о чем хотелось поговорить особо, то, что требует нашего пристального внимания, то, о чем много говорится в фильмах о Фредди Меркьюри, и вот конкретно в фильме «Богемская рапсодия», это его зубы. В фильме говорится, что у него дополнительный резец.
дополнительные резцы, 4 резца. В некоторых источниках говорится, что у него дополнительные маляры. В общем и целом до конца непонятная история. Если у вас есть какая-то информация по этому поводу, пожалуйста, напишите в комментариях, буду вам очень благодарен и позже прокомментирую. А пока что обращаю ваше внимание на клык. На клык, третий зуб. Тот, который призван изначально априори рвать мясо. И клык, по сути, на лице является единственным маркером, который говорит об агрессии. Ну, а поскольку агрессия, зона секса в мозге находятся совершенно рядом, мы понимаем, что обладатели острых клыков это люди сверхагрессивные, сверхударные, в разных смыслах этого слова злые, темпераментные и люди, у которых есть дополнительная, не то чтобы дополнительная, очень большая потребность в сексе. Так вот, у Фредди Меркьюри очень развитый и очень острый клык. Более того, из того, что я вижу на этой фотографии, у него получается 2 клыка. 2 острых клыка. И вот здесь совершенно понятным становится, откуда эта страсть, откуда этот темперамент, откуда эта эмоция на сцене, ну и откуда вот эти сотни его, скажем так, минутных знакомств и любовных эпизодов, через которые он прошел. Что важно, суммируя вышесказанное, хочется обратить внимание на следующее, что благодаря скошенному лбу, прямой переносице и выраженным клыкам, я говорю на клыкам, Фредди Меркьюри был очень страстным и непосредственным. Но, к сожалению, в фильме «Богемская рапсодия» его показали больше как жеманным и манерным. Мне кажется, не до конца поняли вообще характер Фредди Меркьюри, не до конца поняли его природу и его импульсивность, непосредственность почему-то проявили именно в манерности. Собственно, в остальном к фильму претензий нету. Если мы подытожим, то Фредди Меркьюри изначально обладатель развитых губ, что позволяет ему классно, глубинно, кишками, прям всем телом чувствовать музыку, творить ее, танцевать под нее. Это обладатель развитых усов, мощных усов, именно в тот период времени, когда он действительно просто разрывал все каноны, менял все правила игры. Это обладатель скошенного лба, прямой переносицы и острейших, мощнейших клыков, которые сделали его импульсивным, эмоциональным, страстным и темпераментным, очень интересным и непосредственным человеком, заряжающим 200-300 тысячную толпу. Если у вас есть еще какие-то вопросы по Фредди Меркьюри, пишите в комментариях. Также напишите в комментариях, кого еще вы бы хотели разобрать, чей физиономический анализ вы бы хотели видеть. Прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео. Пока! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky.